Всем привет, друзья! Вы на канале Mindful Fitness, и с вами фитнес-тренер Елена Смелянская. Сегодня у меня для вас три очень интересных упражнения, которые я попыталась комбинировать в один комплекс. И вы можете его использовать как в виде вот этого готового комплекса, представленного в этом ролике, так и брать отдельные упражнения, вставлять в свои разминки или тренировки, как вам понравится. Прежде чем мы перейдем к этому комплексу, хочу вам напомнить, что на канале запущена функция спонсорства, и мы очень ждем вашу поддержку для того, чтобы канал продолжал жить и функционировать вам во благо. Если вы перейдете в описание внизу под этим роликом, то там содержится ссылка, нажав на которую вы перейдете в раздел «Спонсорство». У нас существует на канале 3 уровня спонсорства, вы увидите это в этом разделе. И для 2 и 3 уровня спонсорства мы предлагаем интересные, очень ценные, на мой взгляд, бонусы, а именно это эксклюзивные видео, 1 в месяц для 2 уровня спонсорства и 2 в месяц для 3 уровня спонсорства. И тематика этих видео будет непосредственно зависеть от того, что вы пожелаете увидеть на нашем канале в ближайшее время. И эксклюзивный опрос спонсоров в связи с тематикой предстоящих видео тоже входит в привлекательные бонусы нашего спонсорства. Так что переходите, нажимайте на ссылочку и решайте, хотите вы стать спонсором нашего канала или нет. А мы переходим к нашему комплексу. Кстати, он будет на мышцы кора, заставит очень хорошо поработать мышцы ног и суставы ног. Наше первое упражнение будет направлено на разминку стоп. Это будет очень важно для всего предстоящего комплекса. Первое упражнение, исходное положение, мы сидим ягодицами на пятках и стопы подъемами на полу. На выдохе мы приподнимаемся, меняем положение стоп. Здесь вдох, опять ягодицы сидят на пятках, опять на выдохе приподнимаемся и на вдохе сели так, чтобы стопы подъемами лежали на полу. Сделаем так 5-8 раз. Темп вы можете выбирать для себя наиболее комфортный. Если ваши стопы достаточно гибкие и беспроблемные, вы можете выбирать средний темп, вот примерно такой, как я делаю. Если обращение с вашими стопами требует осторожности, то делайте более медленно. Корпус мы выдерживаем в нейтральном и вертикальном положении. Если вам понравится это упражнение, вы можете продолжить его выполнение до того момента, пока вы не почувствуете приятное тепло и разогрев в области стоп. А мы пока заканчиваем это упражнение. Следующее упражнение. Мы исходное положение немного меняем и пальцами зацепились за пол. Теперь мы будем откатываться на всю стопу, переходя в положение глубокий присед. Но при этом, обратите внимание, колени у нас направлены вперед. Итак, что делать, если вы не можете вот так вот сесть? Тогда нужно заранее подложить вот в районе ваших пяток какое-то возвышение. И возвышение поможет вам полностью поставить пяточки на пол. И если вы не можете так сделать, то это означает, что у вас жесткие голеностопы, с которыми нужно дополнительно работать. Это упражнение мы тоже делаем приблизительно 5-8 раз. Но если оно вам понравится, не отказывайте себе в удовольствии продолжить. Очень полезное упражнение. В одном из наших роликов было показано несколько уровней выполнения этого упражнения. Ссылка на этот ролик сейчас появится вверху экрана. И там вы сможете для себя выбрать один из уровней выполнения этого упражнения. Например, более легкий, чем тот, который я показываю сейчас. Оп! Сделаем еще пару раз. Есть. Сделали. Наше следующее упражнение. Мы меняем положение, садимся в глубокий присед. Сейчас будем продолжать нашу разминку. Теперь активно займемся бедрами. Итак, мы одну ногу кладем, бедро и голень, внутренней частью на пол, а другая нога коленом вот так немножко уходит по диагонали. Вернулись в исходное положение. Другая нога пошла. Мы ее положили полностью на пол. Другая нога коленом чуть-чуть ушла вперед. Сделаем так еще 3 раза с каждой стороны. Еще.
Опять же, подобное упражнение есть в одном из наших роликов недавних, и ссылка на этот ролик сейчас появится вверху экрана. Теперь тот, кто может положить вот это вот колено на пол, сейчас кладет его на пол. И мы продолжаем делать это упражнение, уже касаясь коленом пола. Если вам это сложно, вы продолжаете делать так, как мы начинали выполнять это упражнение. Раз 8 на каждую сторону будет вполне достаточно. Здесь по-прежнему очень хорошо разминаются стопы и раскрываются бедра. Это очень важное упражнение, я его включаю во многие наши комплексы. А в этом комплексе оно прям очень нам понадобится. И сделаем еще по одному разу на каждую сторону. Есть, хорошо. Теперь мы фактически начинаем первое основное упражнение нашего комплекса. До этого все были разминочные. И первое движение этого упражнения будет такое же, как в последнем разминочном упражнении. Мы кладем одну ногу на пол, другая нога уходит вперед, и колено роняется на пол. Теперь из этого положения мы должны вот эту ногу, которая лежит у нас на полу, перенести вперед, а эту ногу, голень, развернуть на 90 градусов. Звучит страшно, делать очень просто. Хоп, мы развернули. И теперь мы, не боясь, переносим вес вперед на колено. Хоп, перенесли опять ногу. Опять вес вперед. Дальше мы не будем продвигаться, хотя можно далеко. И вернулись в исходное положение, глубокий присед. И теперь мы попробуем сделать все с другой стороны, в другую сторону. Кладем сейчас эту ногу на пол, раз. Другая коленом уходит вперед. Мы как будто бы рисуем себе направление движения. Теперь внимание, сейчас левая нога должна перейти вперед. Она будет двигаться в том направлении. А здесь голень и стопу мы должны перенести внутрь на 90 градусов. Хоп. И падаем коленом вперед. Хоп. Падаем коленом вперед. Еще раз. Хоп. Упали. Перенесли. Ну и здесь мы возвращаемся в исходное положение. И сейчас мы должны это упражнение сделать будем по несколько проходов вперед в каждую сторону. И если у вас получится это упражнение, вы можете для себя ориентировочно сделать около 5-8 проходов, в зависимости от количества шагов, так называемых. Если ваше пространство позволяет сделать много шагов, например, штук 10, то 3 прохода будет достаточно. Если у вас там буквально 3 шага помещается, как мы сейчас будем делать, для маленького пространства, то тогда 10 подходов на каждую сторону, 8-10 будет нормально. И не бойтесь за ваши колени. Если с коленями нет никаких особых проблем, то это упражнение лечит колени и вообще суставы ног. Не нужно бояться вот так вот наезжать коленом на пол, вперед. Если у вас боль в колене, и во время выполнения этого упражнения тем более боль усиливается, то, конечно, вам не нужно делать это упражнение. А мы сейчас сделаем хотя бы еще по одному проходу каждого упражнения. Я буду делать причем по так называемых 3 шага. В одну сторону, потом 3 шага в другую сторону. Для тех, у кого, предположим, небольшое пространство в комнате, где они занимаются. Итак, мы начинаем. Правая нога легла, левая ушла вперед. Теперь правую мы должны перенести, левую повернуть. Хоп, это 2-й шаг, это 3-й шаг. Вернули обратно, подровнялись, пошли в другую сторону. Положили ногу, 1-й шаг. 2-й шаг, 3-й шаг. Можно и дальше продолжать. Сделаем еще по одному разу. Положили ногу. Это очень весело и, я вас уверяю, очень эффективно. 2-й шаг, 3-й шаг. Вернулись, немножко подровнялась. Еще раз, в другую сторону. 1-й шаг, 2-й шаг, 3-й шаг. И возвращаемся. Сейчас второе упражнение, которое основано на так называемом упражнении ящерица, которое было в одном из наших коротких роликов, ссылка будет сейчас вверху экрана. Но мы скомбинируем его еще с дополнительными упражнениями, образовав такую одну очень важную связку. Итак, начинаем с самой ящерицы. Исходное положение.
мы ложимся внешней стороной одной ноги полностью на пол. Рука упирается, кисть, запястье у нас под плечом. Вот так вот мы не проседаем в плечо. Мы стараемся максимально вытащить, удлинить свою шею, вытащить ее из плеча. И как будто бы завернуться вот в ту сторону. Вот эта вот нога старается коленом не сильно опускаться вперед, а наоборот так немножко разворачиваться во внешнюю сторону. Это исходное положение. Теперь мы будем сначала, как будто, вот представим себе, что у вас нет места продвигаться куда-то, мы делаем только на одном месте. Будем менять ноги. В другую сторону, в одну. Сделаем так еще по 3 раза на каждую сторону. Постарайтесь каждый раз класть ваше бедро на пол, потому что так усиливается растяжка той стороны, вот внешней вот здесь вот, и эффективность упражнения усиливается. Есть. А теперь мы, представим, что у вас есть пространство и немножко пройдемся в этом положении. И теперь, после того, как мы закончили ящерицу, мы добавим очень важное упражнение на растяжку. Это все, вот эта связочка под названием второе упражнение. Обращаю ваше внимание, мы сейчас растягиваем весь вот этот вот нижний наш бок, шея вытянута из плеча, голова, макушка как будто бы по вот этой дуге стремится в сторону стоп. И вот верхняя стопа должна упираться в нижнюю стопу, как в ступеньку. Стопы должны быть утюжком, носки на себя. Зачем это делается? Если вы не будете опираться, обратите внимание, пятка верхней ноги уходит туда, в ту сторону. Вот это бедро уходит туда. Этого не нужно допускать. Нам нужно, чтобы вот эти вот косточки подвздошные находились на одной вертикальной линии. Для этого мы упираемся стопой. Много слов, зато нужно правильно научиться это делать. Итак, мы растягиваем вот этот бок. И стремимся, чтобы здесь была не ровная линия, а дугообразная. И постойте так. Ощущения должны быть приятно тянущие, такие на границе зоны комфорта, вот в этой части. При этом лобок должен идти вперед. Видите, как много тонкостей, но без них никак. Теперь мы сгибаем ноги. Смотрите, более простой уровень, когда одна стопа становится впереди другой, и мы сейчас встанем в боковую планку. Более сложный уровень, когда стопы остаются одна на другой. Выбирайте тот, который вам подходит. Я сначала поставлю стопы так, как более легко, как легче, а потом переставлю их на более сложный уровень. С согнутых ног мы поднимаемся в боковую планку. Для чего это делается? Чтобы здесь была дуга. Теперь поднимаем локоть вверх. Стараемся, чтобы средняя точка верхней боковой линии стремилась точно в небо. Максимально разворачиваемся всей вот этой линией вертикально, чтобы у нас не было вот этого заворота вперед. И если все получается, руку над головой, смотрим вниз. И ногу можно поставить одна на другую. И выталкиваем максимально бок вверх, сильно вверх. Стоим. Рука не должна быть впереди. Вот так она не должна как-то вот так вот висеть. Только над ухом. Скорее над затылком. Стоим столько, сколько вы можете. Желательно поставить минимум 10 секунд. Лучше 30 в этом положении. Я вам хочу сказать, что вот боковая планка, она является определяющей, очень простым, быстрым, эффективным тестом на то, какие у вас мышцы кора. Если вы не можете стоять, вас начинает качать, у вас тело начинает дрожать, вы начинаете проседать, плечо начинает ходить, значит, нужно заниматься мышцами вашего центра. А теперь мы все делаем на другую сторону. Итак,
Нижняя нога. Сначала растяжка, если вы помните. Нижняя нога. Стопа на себя. Верхняя стопа ставится как будто бы на ступеньку. Запястье у нас точно под плечом. Шея максимально выдвинута. Теперь руку мы как будто бы тянем к стопам. Не забудьте, представляем себе дугу, которая вот так вот через макушку туда идет, в ту сторону. И как будто бы мы ее заворачиваем. Держимся. Лобок вперед. Не откатываемся вот так назад. Любую такую статическую позу удерживаем от 10 секунд. Можно дольше. Теперь мы сгибаем ноги, приближаем их к себе. Либо ставим одну стопу впереди другой, либо оставляем их так, как они были. Я уже сразу оставлю. Приподнимаемся в боковую планку. Локоть вверх, выровняли вертикально линию рука-плечи. И когда получилось, рука идет над головой. Выталкиваем себя вверх. И отсчитываем 10-30 секунд. Можно 30 минут. Ну, я шучу, но минуты 2 так точно будет полезно. Я ухожу из этой позы, хотя стоять могу дольше. Еще раз напоминаю, если есть проблемы с боковой планкой, это прям вот красная лампочка говорит, что мышцы кора никакие, нужно над ними работать. И, наконец, мы начинаем третье упражнение, которое будет состоять из 2 основных частей. Сейчас я показываю первую часть третьего упражнения. Для этого нужно лечь на коврик, ноги согнуты, пятки поставлены достаточно близко к ягодицам, к нижней части ягодиц, так, чтобы вы могли легко достать руками щиколотки. Мы будем сначала подниматься в ягодичный мостик. Дальше из этого положения, вот этой, например, рукой, с поворотом на другое плечо мы касаемся пола там где-то далеко-далеко сзади по диагонали. Возвращаемся в исходное положение, руку можно оставить вот так вот вертикально. Теперь в другую сторону. Потянулись. Легли. Опять поднялись, потянулись. Легли. Еще раз. Потянулись. Легли. Итак, не забудьте, это первая часть третьего упражнения. Теперь я показываю вторую часть третьего упражнения. Как она выглядит? Итак, вот у меня обе руки стоят сейчас вот так вот, и ноги согнуты. Одну ногу я выпрямляю, другой рукой локтем я опираюсь, потом ладонью и поднимаюсь. Легла в исходное положение. Еще раз. Поднялись. Теперь сделаем с другой стороны. Еще один раз. Еще раз обращаю ваше внимание. Рука, покажу еще раз с этой стороны, перекатывается с локтя на кисть. Перекатилась, и мы выпрямились. Теперь вот так, вот в таком исходном положении не нужно сидеть, то есть нужно стараться живот привести вперед. Если какие-то проблемы, эту ногу можно поставить немножко дальше, тогда вам будет легче выпрямить спину. Это упражнение на пресс, на мышцы центра, кора. Без согласованной работы этих мышц вообще ничего не получится. Ни в жизни, ни в быту, ни в спорте. Поэтому делаем это упражнение. Сейчас объединяем 2 части в единое третье упражнение. Поднялись, потянулись. Опустили корпус на пол, ногу выпрямили, поднялись. Исходное положение. В другую сторону. С другой стороны выпрямили ногу, оперлись, сели, легли. Делаем так по 5 раз в каждую сторону. Потянулись, выпрямили ногу, оперлись. В другую сторону. Потянулись, выпрямили ногу, локоть, кисть, встали. Потянулись, выпрямили ногу,
поднялись. Потянулись. Выпрямили ногу, поднялись. Это у нас уже по 3. Еще по 2 раза с каждой стороны. Потянулись. Поднялись. Вы будете немножко уезжать в сторону головы. Ничего страшного. Потянулись. Поднялись. Обратите внимание, какая рука идет на потягуши, какая рука при этом идет на опору. Это важно. Не нужно их путать. И в другую сторону. На всякий случай я сделаю еще по одному разу, потому что я немножко сбилась, как всегда, со счету.